Всем привет, с вами опять Артур Сайбулаев, и сегодня у меня к вам очередная рекомендация. На сей раз речь пойдет о романе знаменитого российского писателя Алексея Толстого под названием «Гиперболоид инженера Гарина». Сейчас я вам прочитаю описание этого романа, краткий анонс. В общем, русский инженер Петр Гарин, воспользовавшись разработками своего учителя Манцева, пропавшего впоследствии с экспедиции в сибирской тайге, создает гиперболоид, то есть аппарат, испускающий тепловой луч огромной мощности, способный разрушить любые преграды. По действию на внешние объекты чем-то похож на мощный лазер, но в отличие от него, указанный в книге гиперболоид не является источником вынужденного когерентного излучения в силу физического конструктивного исполнения, а также по используемым для него химическим источникам энергии типа термитных шашек. Конструкция представляла собой прочный тубус, внутри которого на задней крышке располагалась кольцевая обойма из ячеек для установки химических источников энергии, особых магниевых пирамидок, спеченная смесь микропорошков из окислов железа, магния, марганца, алюминия, это аналог смеси серебрянки, и катализаторов горения. В общем, эти вещества выдавали при реакции чудовищной мощности светового и теплового излучения, а также там в гиперболоиде была предусмотрена система линз концентрирующего параболического и направляющего гиперболического действия, сделанных на основе высокотемпературных зеркал и супертермостойкого минерала шаманита, по свойствам примерный аналог современных композитных минералогических материалов с армировкой стеклянным, кевларовым либо наноуглеродным волокном. По мере развития сюжета романа конструкция аппарата постепенно совершенствуется, автором от одноразового переносного прототипа до управляемой по целям стационарной башенной установки, и далее, ближе к концу книги, до электрогиперболоидов на мощных для того времени ртутно-дуговых электролампах для замены отбойных молотков при работе в шахтах по добыче оливиновой руды. Для реализации своих целей Гарин привлекает на свою сторону американского промышленника и финансиста, миллиардера Роллинга, с помощью своего аппарата уничтожив заводы его германских конкурентов. На средства Роллинга Гарин приобретает необитаемый остров в Тихом океане, где с помощью гиперболоида начинает добычу золота из ранее недосягаемых недр земли. Получив доступ к неограниченным запасам золота, Гарин выбрасывает гигантские объемы золота на рынок по крайне низким ценам, чем подрывает золотой стандарт и вызывает в капиталистическом мире тяжелейший финансовый кризис, благодаря которому скупает промышленность США и становится диктатором под именем Пьер Гарри. Но вскоре его диктатура рушится в результате захвата гиперболоида группой революционеров, возглавляемых советским агентом, сотрудником уголовного розыска по фамилии Шельга. А затем всеобщего восстания рабочих. Яхта Гарина попадает в тайфун, в результате чего он и авантюристка Зоя Монрос, будучи выброшенными штормом на берег, влачат жалкое существование на необитаемом острове. Вы знаете, ребята, я советую вам почитать все-таки эту книгу. Ну и если уж не найдете в текстовом варианте, то в описаниях к данному видеоролику есть ссылка на статью, текст, который вы сейчас видите. И перейдя по этой ссылке, вы
В самом конце статьи увидите ссылки на радиоспектакли, записанные по этому произведению. Вот. Ну, а теперь мне пора прощаться с вами. Вы уж извините, я на улице просто собачка залаяла. Что-то припозднилась.